Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. И сегодня мы поговорим на философскую тему. И тема эта звучит так: почему мы выбираем не тех людей. Это будет не расклад, а скорее некое философское размышление с использованием карт Таро для того, чтобы еще раз вам продемонстрировать, что же это такое и какую пользу карты Таро могут нести для человека, который умеет их читать. Напомню, что многие из вас думают, что Таро – это тема про предсказания. Но это не так, потому что Таро, прежде всего, это тема для диалога, для различных игр, для развития ассоциативного мышления, для развития стратегического мышления в том числе, потому что Таро учит видеть риски, учит обращать внимание на важные вещи в нашей жизни. И иногда очень неплохо заменяет каких-то помогающих специалистов, к которым вы по тем или иным причинам не можете пока обратиться. Вот. Поэтому усаживайтесь поудобнее, присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе. И давайте немножечко порассуждаем. Что же такое вообще правильные или неправильные люди в нашей жизни? Как Таро видит эти вопросы и какие рекомендации оно дает тем людям, которые хотят отрегулировать свою сферу отношений и хотят встретить такого человека, с которым они могли бы почувствовать себя по-настоящему счастливыми. Начну я с вопроса. Что, по мнению Таро, такое? Что такое выбор правильного партнера? Как это вообще? Как это вообще может быть? Вот у нас сразу выпала первая карта. Мы ее сюда возьмем. Выпала у нас десятка мечей, которая весьма интересно рассказывает нам, дает, вернее, ответ на наш вопрос. И говорит она здесь о том, что выбор правильного партнера означает, что вы не будете чувствовать себя ограниченным ни в чем. Второй тотем, десятки мечей. Главная история ограничений – это прежде всего чувство. Если вы видите с экрана, здесь маленькое сердечко, которое связано этими мечами. И вообще сама карта очень напряженная, очень стрессовая. Здесь огромная сила, давление, здесь тревога, здесь паника, невозможность двигаться вперед. То есть, соответственно, получается, что если мы говорим о выборе правильного партнера, что это такое, по мнению Таро, то Таро нам говорит: правильный выбор партнера – это выбор человека, с которым вы ощутите полноту чувств, с которым вы свою жизнь, какую вы любили, какую вы делили сами с собой, закончите. Да? Закончится ваша свобода, закончится ваше одиночество, может быть, у кого-то, или поиск, метание, поиск себя. В вашей жизни появится человек, с которым вы сможете разделить все, что есть у вас внутри, и одновременно с этим принять то, чем делится с вами ваш партнер. То есть история партнерских любовных отношений, история любви базируется прежде всего не на некоем рациональном выборе, а скорее на эмоциональном посыле. При этом, когда я говорю эмоциональный посыл, я не имею в виду только эмоции, за которыми бежит большинство людей. Потому что влюбленность и страсть – это не любовь. Любовь – это многообразие эмоциональных состояний, и прежде всего это эмоциональная близость и доверие. Да? Туз кубков – это аллегория священного грааля нашей души. Это все самое лучшее, что есть в нас, это все самое лучшее и ценное. Это, по сути, сама жизнь, ее ценность, вот такой, какая она является. И Таро говорит о том, что выбрать правильного партнера значит переродиться в каком-то смысле, значит узреть в своей жизни совершенно новые грани различных состояний. А выбор неправильного партнера – это значит находиться в каком-то смысле парализованным. Постоянно быть зависимым от желаний и от воли другого человека. Но не испытывать ни подлинной свободы, ни подлинной чувственности. Потому что в этой карте у нас как раз сокрыта полноценная свобода человека. Когда нас принимают таким, какие мы есть. Когда нам не нужно притворяться, когда нам не нужно играть какую-то роль, когда нам не надо находиться в социальных отношениях, а когда мы хотим просто любить и быть любимыми. Ну хорошо, с этим вопросом мы немножко разобрались.
Давайте достанем следующие карты. Что такое вообще правильный партнер конкретно вообще вот для вас? Как это? Правильный партнер конкретно для вас. И мы видим в этих картах, что правильный партнер конкретно для вас – это человек, который будет возбуждать внутри вас интерес и тягу к жизни. То есть человек, присутствие которого не будет вас угнетать. Это человек, который поможет вам преодолеть какие-то, может быть, депрессивные состояния, преодолеть вашу апатию или, напротив, будет вас поддерживать в те периоды времени, когда вы испытываете такие состояния. То есть, с одной стороны, это будет человек, с которым вам будет интересно идти по жизни, с другой человек, это который никогда вас не бросит, даже если вам будет плохо. И в-третьих, это тот человек, который будет всегда вас любить. Да? То есть здесь у нас вышла королева кубков, которая для женщин говорит о том, что я хочу быть любимой, и я хочу любить самой. Если мы говорим про мужчин, то в данном случае королева кубков будет говорить о том, что я хочу такую женщину, которая просто будет меня любить просто так. Просто потому, что я есть. Которая не будет предъявлять мне каких-то требований таких вот социально окрашенных. Да? Сколько у меня должно быть денег, сколько у меня должно быть того, сего. Которая просто будет любить и поддерживать меня. И вот если она будет просто любить и поддерживать меня во всем, я отдам ей все самое лучшее, что у меня есть. То есть, казалось бы, такая простая формула человеческого счастья, которая, к сожалению, не только сейчас, но и в большинстве своем является давно позабытой. Потому что, как это ни странно, или, может быть, как это не ужасно, но все в нашем мире заточено в последнее время исключительно на деньги. И большинство людей, к сожалению, вступают в отношения или создают брак, вступают в брак, исключительно руководствуясь какими-то материалистическими интересами или эгоистическими интересами, но не подлинной готовностью к любви и не подлинной любовью как таковой. То есть это касается в равной степени и мужчин, и женщин. Да? Мы живем в мире, где каждый человек пытается использовать другого, как ни крути. Но когда мы говорим о чувственности, когда мы говорим о близких отношениях, мы должны понимать, что вопрос близости и человеческого бытия прежде всего начинается в любви. То есть можно жить как угодно, можно приспособиться к кому угодно, можно попробовать построить отношения с кем угодно. Но вот быть счастливым – это значит выбирать и быть только с тем человеком, с которым ты действительно чувствуешь себя максимально комфортно. С человеком, которого ты не стремишься использовать. С человеком, которому ты не хочешь делать больно. С человеком, который относится к тебе с такой же теплотой и нежностью, с которой относишься к нему ты. То это прям утопия в наше время, к сожалению, потому что большинство людей, повторюсь, ищут чего угодно, только не чувственности. Может быть, проблема кроется в том, что у нас мужчины в большей степени утратили эту эмоциональную составляющую, потому что социум и прежде всего семья диктовала им условия, да, что плакать нельзя, чувствовать нельзя, надо быть жестким. Вот эти правила домостроя, бейте бабу молотом, будет баба золотом и так далее. То есть колоссальный уровень психофизического, так это назовем, давления в конечном итоге делает из мальчика такого мужчину, который становится гипержестким и очень неудобным в вопросах совместного проживания. В то же время и на женщин социум действует тоже определенным способом и вынуждает женщин превращаться из миленьких, маленьких, красивых девочек в акул, которые голову отгрызут и забудут, как себя звали. То есть и с той, и с другой стороны есть определенного рода перекос. И когда мы говорим о любви, мы должны понимать, что единственный способ преодолеть эти перекосы, это, во-первых, понять, чего ты хочешь на самом деле, а во-вторых, перестать общаться с такими людьми, которые вам этого не дают. И, может быть, в каком-то смысле даже принять историю того, что не будет в вашей жизни такого человека. И здесь уже следует вторая часть марлезонского балета. То есть вы либо принимаете свою жизнь и потенциальное отсутствие в ней будущем партнера такой, какая она есть, и учитесь наслаждаться своей жизнью в одиночестве,
Либо вы выбираете быть с каким-нибудь человеком, просто чтобы не быть одной или одному, и в конечном итоге делаете несчастными себя и другого человека. Безусловно, бывают такие случаи, когда люди сходятся, предположим, только на основе дружбы и строят чудесные отношения, и потом, в конце концов, эта дружба превращается в большую чистую любовь. Но это скорее исключение из правил, чем само правило. Да? В основном люди руководствуются именно страхом одиночества. Уж лучше я буду с кем-нибудь, чем ежели я буду один. И здесь самое место вспомнить великого нашего Омара Хайяма с его нетленным «уж лучше быть один», как говорится, чем вместе с кем попало. Да? То есть фильтровать свое окружение. И карты нам вот эти все говорят о необходимости фильтрации, о том, что мы должны выбирать только тех людей, с кем мы можем и в горе, и в радости, и в счастье, и в беде, и с кем у нас действительно будет установлен какой-то контакт, и физиологический, и психический, и материальный, в том числе в контексте поддержки. Потому что мы ищем в отношениях? Мы ищем в отношениях любого плана всегда поддержку. Мы хотим, чтобы нас поддерживали. И мы, в свою очередь, должны научиться поддерживать кого-то другого тоже. Ну, окей. А что ж такое, в принципе, неправильный партнер по мнению Таро? Давайте посмотрим, что такое неправильный партнер по мнению Таро. Ну, смотрите, сразу Луна говорит: обманщик. Обманщик. Неправильный партнер, по мнению Таро, у нас 3 старших аркана вышло. Это человек, который интересуется только собой. Это человек, который в конечном итоге использует любые способы и средства, в том числе откровенный обман, ложь, порабощение, манипуляции, для того, чтобы добиться своих целей, для того, чтобы свою жизнь не менять, чтобы она осталась ровно такой, какая она есть, чтобы не менять свои привычки, чтобы скрывать свое истинное лицо, чтобы скрывать свои истинные мотивы, свои истинные какие-то причины поступков. И в конечном итоге везде и всегда оставаться в дамках. То есть, по сути, неправильный партнер для вас и вообще для любого человека – это тот, кто плюет на ваши интересы с большой колокольни. Это тот, кто стремится только получать от вас. Получать от вас внимание, обслуживание, заботу, признание в любви, подтверждение своей собственной исключительности, финансовые, может быть, какие-то аспекты, что-то еще. То есть я хочу за твой счет как-то реализоваться в этой жизни. Я хочу за счет твоего внутреннего мира, за счет твоих внешних каких-то действий, направленных на меня, получить удовлетворение себя самого или себя самой и достигнуть в этой жизни какого-то определенного положения. Для многих людей вот эта пара, тройка карт, этот триплет, будет означать то, что я хочу за счет твоих ресурсов стать более значимым, чем я себя чувствую. Да? Я чувствую себя неуверенно, я чувствую себя как-то никчемно. А вот когда ты даешь мне ресурс, имеющийся в твоем распоряжении, и я этим ресурсом пользуюсь так, как я хочу, то, значит, соответственно, я приобретаю более значительный вес в своих собственных глазах и в глазах других людей. И за счет этого я расту. Вот. А что ты там чувствуешь? Какие у тебя есть переживания, что-то еще? Да, все равно мне это не интересует, потому что главная задача в моей жизни – это я сам. То есть я сам или сама первичен. А ты уже, что останется? Почему мы выбираем таких людей? Вот почему мы их выбираем? Мы выбираем таких людей, говорит тройка мечей. Наверное, хочется сказать, от безысходности. Но нет. Тройка мечей, к сожалению, несет нам историю большого нравоучения. Мы выбираем таких людей прежде всего для того, чтобы понять, разобраться, что же такое неправильное решение. Прежде всего для того, чтобы научиться вести себя искренне по отношению к себе самому. Во-первых, тройка мечей здесь отражает большую такую историю глобальную о семейном укладе жизни, о воспитании вообще в частности. О том, что мы изначально воспитывались в парадигме принятия неправильных решений, большинство людей. То есть что значит неправильные решения? Решения, которые не учитывают ваших истинных потребностей и интересов, решения, которые учитывают какие-то должествования социальные. Ты должен или ты должна. Да? Мужчина должен быть такой-то, женщина должна быть такая-то, семья должна быть такая-то. Опять же, а какая на самом деле я или какой я на самом деле, чего я хочу, чего хочет она, никто не принимает во внимание. Обычно в среднестатистической семье, сейчас мы будем говорить только про постсоветское пространство, потому что мы все в нем родились и выросли, речь шла о том, что повсеместно желания ребенка не удовлетворялись, равно как и подростка.
Во-первых, потому что еще время не пришло. Вот вырастешь и пойдешь там сам удовлетворять свои желания. А во-вторых, потому что возможностей не было в многих семьях. Да? И вместо того, чтобы ребенку, в свою очередь, объяснить, почему мы не можем сейчас сделать то, что ты хочешь, говорились какие-то вот такие обесценивающие давались комментарии, что ребенок убеждался, что он действительно недостоин. То есть, по сути, тройка мечей – это аллегория того, что ты столкнулся изначально с какой-то неправильной для себя стратегией, с неправильным, неподходящим для себя человеком, и не смог поступить никак иначе. То есть ты чувствуешь, может быть, в какой-то момент времени, что тебе этот человек не подходит, и выбирать его нельзя, но все равно ты по каким-то причинам пренебрегаешь собой и остаешься. То есть, по сути, почему мы их выбираем? Потому что нам необходимо время для того, чтобы мы научились любить себя. И в том числе мы учимся любить себя только посредством таких тяжелых историй с разбитым концом, когда мы понимаем, что вот здесь такие отношения мне не подходят, и значит в следующий раз я не буду находиться с таким человеком в отношениях, потому что он делает мне больно или она делает мне больно. Что еще нам надо знать о процессе этого выбора? Да? Идеализация, сразу нам говорит принцесса кубков. Идеализация, смотрите, я выбираю тебя, чтобы потом в тебе разочароваться. То есть, получается, сначала мы не видим реального человека, мы не хотим его видеть, опять же, да? Мы маскируем вот эту неидеальность под его идеализацией. Мы его наделяем какими-то чертами, которых в нем нет. Мы начинаем его оправдывать, как большинство женщин в частности. Вот я ни разу не видела, кстати, чтобы мужчина выступал адвокатом женщины, которая ему причиняла душевную боль. Ни один мужчина в моей практике никогда не пытался оправдать женщину за то, что она вела себя с ним как последний человек на этой планете. А женщины оправдывают таких мужчин постоянно. Может быть, здесь действительно речь идет о каком-то стокгольмском синдроме, да? А в большинстве случаев нет. В большинстве случаев так проще справиться. Психике так проще справиться с какой-то проблемой, да? Оправдать этого человека, нежели чем, опять же, взять на себя ответственность за свои собственные решения. То есть не то, чтобы мы там пытаемся тирана как-то выгородить, потому что мы якобы в него влюбились, нет. Зачастую это происходит, потому что мне жалко, я не могу взять на себя ответственность, мне страшно взять на себя ответственность. Если я возьму на себя ответственность, это же я должен признать, что я ужасный человек, отвратительный. А это ж не так, этого не может быть. Поэтому мы выбираем таких людей прежде всего для научения. И когда мы научились, больше таких людей, говорит нам принц кубков, в нашей жизни не возникает. Потому что урок усвоен. Потому что мы знаем, что такое больно, мы знаем, что такое слезы, мы знаем, что такое переживание. Мы понимаем, что мы больше этого не хотим, мы не хотим больше притворяться. Да? Вот эти две карты, они говорят о притворстве. Я не хочу больше притворяться. Я не хочу плакать из-за своих чувств и эмоций. Я не хочу расстраиваться. Я хочу чувствовать легкость и счастье, и радость. О чем вам нужно поразмышлять прямо сейчас? Для того, чтобы ваша сфера отношений наладилась и стала такой, какой вы на самом деле хотите ее видеть. И вот у нас какие красивые выходят карты. Пятерка жезлов, тройка кубков, звезда. И говорят они о том, что прежде всего вы должны поразмышлять об уровне своего внутреннего конфликта. Как часто вы себя заставляете делать то, что вам не хочется? Как часто вы вступаете в конфронтацию с мужчинами или с женщинами? Как часто вы пренебрегаете своими собственными интересами? Как часто вообще ваши отношения похожи на конфликты, на конкуренцию? Ведь здесь пятерка жезлов – это не столько про конфликт, сколько про столкновение интересов. У нас есть интересы, но есть только один главный человек. То есть отношения строятся не на основе взаимного такого вот влияния в виде уважения, дружбы, поддержки, да, там, коммуникации здоровой и так далее. И у нас изначально возникает какая-то зона конфликта. То есть подумай, а что ты делаешь для себя? Почему ты не бьешься в своей жизни за душевное равновесие свое, за хорошее настроение, за свою мечту в конце концов? Почему ты не веришь в то, что может быть как-то иначе, может быть по-другому? Почему ты думаешь, что все твои отношения или вообще отношения всех людей могут быть какими-то неправильными?
какими-то конфликтными. Почему ты не можешь увидеть то, что отношения бывают и другими. Ну, то есть здесь зашит такой очень большой внутренний рефлексивный процесс, который говорит о том, а как часто вы в отношения вступаете, руководствуясь не искренним влечением к человеку, а страстью, тем, что вас активно завоевывают, или тем, что вам сдаются там, типа, как победителю и так далее. То есть где здесь большая проблема зашита? И в том числе конкуренция, как мужская в мужском социуме, так и женская в женском социуме. Потому что здесь пятерка жезлов для меня выглядит картой, с одной стороны, такой гиперсложной, потому что она затрагивает тему власти, а с другой стороны, вот я дополнительные карты выкладываю, у меня приходит принцесса мечей и принц мечей. Это история про то, что я все делаю для того, чтобы у меня не было хорошо. Я постоянно сам лезу в проблемы. Я не пытаюсь от этих проблем отойти. Я не пытаюсь убрать из своей жизни тех людей, которые нами манипулируют или вынуждают меня что-то делать. Я обороняюсь от них, но все равно состою в этих отношениях вместо того, чтобы заняться собой, чем-то другим, своими интересами и в том числе другим каким-то общением с другим кругом лиц. Ну, то есть в этих картах также заложено и воспитание. Воспитательный момент в контексте строгости и контроля. Я заставлю тебя сделать так, как я хочу. Я заставлю тебя быть таким, каким я хочу. Или что-то еще. То есть о чем, по сути, нам говорят карты? О том, что для приведения вашей личной жизни в сферу гармонии и любви, сейчас скажу опять непопулярную для многих вещь, нужно научиться быть счастливым самим по себе. Ну, самому по себе. Вы должны узреть счастье в своей жизни вне зависимости от наличия или отсутствия у вас партнера или партнерши. Вы должны стать человеком, который счастлив сам по себе. Вы должны целенаправленно выбирать спокойные и гармоничные отношения, а не вечную борьбу и битву. Вы должны выбирать такого человека, который не принуждает вас быть таким, каким он хочет вас видеть. И вы, в свою очередь, должны быть таким человеком, который не принуждает. Научись принимать мир таким, какой он есть. Говорят эти карты, и жизнь твоя полноценно изменится. На дне колоды у нас чудесное солнце, которое, опять же, говорит, с одной стороны, о партнерстве, с другой стороны, опять же, говорит нам о том, что жизнь яркая, красочная и беззаботная. И о том, что отношения нужны для наслаждения, для того, чтобы проживать каждый свой день в состоянии умиротворения и покоя. Поэтому начнем мы с рыцаря кубков, который второй тот и является королем, так как у нас здесь раньше вышла королева, вот у нас появился ее партнер, он стоит в начале колоды. То есть я могу сказать, что для всех людей, кто смотрит это видео, у кого сейчас есть какие-то проблемы с отношениями, или нет отношений, или отношения проблемные, или что-то еще, если вы сделаете эти действия, если вы научитесь иначе взаимодействовать сами с собой и иначе относиться к мужчинам и к женщинам, то рано или поздно в вашей жизни обязательно появится такой человек, который в буквальном смысле будет лететь к вам на крыльях любви всегда. И вы всегда с этим человеком будете испытывать состояние глубочайшего драйва и удовлетворения от этой жизни. Вот этого я вам всем желаю. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.